Всем привет! Сегодня я расскажу, как можно настраивать различные отображения у дверей и окон. Часть из них я показал здесь для образца и покажу, как их можно настраивать при помощи параметров модельного вида, а также при помощи настроек самих элементов. Сейчас я перешел на подготовленный образец. Здесь есть три варианта двери. Первая — это с боковым остеклением, вторая — это обычная дверь, третья — раздвижная дверь, и еще добавил окно, потому что параметры модельного вида окна тоже можно изменять. Где найти параметры модельного вида? Вам нужно перейти во вкладку «Документ», здесь «Модельный вид» и открыть параметры модельного вида. Также вы можете открывать их при помощи табло оперативных параметров вот здесь внизу. Щелкайте сюда, открывается то же самое. Здесь есть комбинации параметров модельного вида, которые вы можете настраивать для себя и сохранять для своего проекта шаблона. А я напомню, что у меня вышел курс «Шаблон Archicad для дизайнера интерьера». В нем вы сможете получить файл шаблона Archicad, а также 31 видеоурок, благодаря которым вы сможете разобраться, как работать в файле шаблона и уже сразу начать экономить время на своих проектах. Если вы начинающий дизайнер или начинающий чертежник и еще не знаете, в какую сторону идти, то шаблон точно для вас. Также если вы руководитель студии дизайна интерьера и хотите наладить работу среди своих сотрудников безошибочно и точно и начать экономить время и наконец перестать нервничать, то шаблон Archicad тоже для вас. А также шаблон подойдет опытным пользователям, которые хотят наладить свою работу в Archicad и поставить чертежи на поток. Подробнее о шаблоне Archicad вы сможете посмотреть на моем сайте, а также в видеообзоре, который я подготовил. Ссылка на сайт, где вы можете приобрести шаблон, будет в описании. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не упустить выгодные предложения и не пропустить мои видео. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. А теперь вернемся к настройкам параметров модельного вида. И сейчас сразу давайте покажу, что можно изменять в этой первой, самой верхней вкладке, что касается окон и дверей. Здесь мы можем, например, для плана потолков или для плана потолочных карнизов отключить все проемы на планах. Дверные проемы здесь исчезли, потому что в большинстве случаев нам не требуется показывать двери на плане потолков и карнизов. Давайте вернемся обратно. И также можно сделать и с окнами. Показать только проемы или скрыть на планах. Показать только проемы может потребоваться, например, если у вас двери в потолок, но само открывание двери показывать смысла нет. Можно сделать так. Теперь давайте я верну все проемы назад. И дверные, и оконные. Также вы можете включать здесь показ маркеров для окон и дверей. Если вы нажали галочки, но у вас не отобразились маркеры для окон и дверей, вам нужно перейти в настройки самого элемента и здесь во вкладке «Маркер размера» выбрать маркер, который будет использоваться для этой двери. Выбираем «Стандарты», включаем его, и он отображается. Если же в параметрах модельного вида вы снимете галочку с дверей, то маркер пропадет. Теперь, что касается отображения дверей на чертежах и окон. Есть несколько вариантов отображения. Давайте начнем с самых простых, именно с упрощенных. Переходим в параметры модельного вида. Здесь нам нужно закрыть верхнюю вкладку «Параметры конструктивных элементов» и перейти вот в эту «Детализация символов дверей, окон» и так далее. Открываем ее, и здесь у нас есть возможность выбрать детализацию для дверей и для окон. Здесь вот так она отделена линией разделителем от световых люков. Не перепутайте, не меняйте здесь никакие настройки, если вы хотите поправить двери. Давайте теперь про 2D отображение дверей. Здесь есть несколько вариантов выбора символа отображения. Низкий открытое полотно. Как раз он сейчас и включен. Мы видим, что у нас отображение двери в линиях и открытое полотно у этой двери. Если мы выбираем закрытое полотно, также низкий, нажимаем ОК, у нас показывается, что как будто бы дверь закрыта, появляется вот такая линия, но при этом линия открывания двери самой остается. Более наглядно это будет вот в этом виде, до которого я дойду чуть позднее. Следующий вариант отображения — это среднее открытое полотно. Здесь все само говорит за себя, что это будет среднее отображение.
Обратите внимание, что для раздвижной двери это никак не влияет на ее отображение. А вот здесь уже влияет. Появляется у двери часть коробки схематичного отображения, а у двери с боковым остеклением появляется дополнительное остекление здесь. Что касается следующих. Среднее закрытое полотно. То же самое, просто мы уже видим, что полотно здесь закрыто, и у раздвижной двери уже появляется объемное полотно. Вот так оно выглядит. А у распашных дверей вот здесь находится и показывается, что здесь закрыто полотно. Но полной детализации еще нет. То есть наличники, которые есть здесь, показываются просто вот такими линиями. Если вам их видно, зеленые. Это будущие наличники. Давайте перейдем к следующему отображению модельного вида. Это полное и открытое полотно. Этот вид лучше всего использовать на чертежах с планировочными решениями, потому что здесь мы точно видим, как и докуда у нас открывается дверь. Бывают такие маленькие помещения, в которых каждый миллиметр важен, и важно не ошибиться с дверью, потому что не стоит забывать, что она открывается еще и дальше. И если у вас здесь какой-то объект мебели стоит, нужно обязательно проверять открывание. Кстати, я замечу, что длина дверного полотна при разных отображениях параметров модельного вида изменяется, но только на чертеже. В самой модели она меняться не будет. Сейчас я покажу, о чем я говорю. Выбираем любой объект, щелкаем его здесь. Допустим, это будет кресло. Вот я размещаю кресло, что оно у меня почти касается двери. Теперь я перехожу в параметры модельного вида и выберу самый упрощенный вариант отображения двери. И здесь уже видно, что дверь цепляет кресло. Это такая особенность низкого отображения полотна двери, поэтому имейте в виду и на планировочном решении обязательно показывайте двери в полном отображении с открытым полотном, чтобы не возникало никаких проблем при дальнейшем проектировании. Следующий и последний вид отображения, который можно настроить в параметрах модельного вида, это тоже полный, с показом наличников, но уже с закрытым полотном. Например, он хорош для планов напольных покрытий. Теперь давайте поговорим про окна. Я покажу сейчас все настройки, которые здесь есть. Здесь их уже не 6, как было тут, а 5. И начнем с самого низкого. Низкий просто показывает наше окно как линию. Второй показывает линию по центру стены. Третий немножко схематично показывает отображение нашего окна без дополнительной детализации. Но здесь мы уже можем различить, что у окна есть две створки, его раму, его четверть относительно проема. Смотрим дальше. Есть средний с линиями остекления. И последний это максимальный с детализацией. На нем мы уже видим, куда будут открываться наши створки. И можем так здесь взяться за фиолетовые точки и показать открывание наших створок. Теперь я покажу, как можно сделать отображение ручки у двери. Здесь потребуется настроить уже в самом элементе дополнительную настройку. Мы переходим в параметры нашей двери, которую хотим изменить. И здесь открываем вкладку «Отображение на плане и разрез». Не путайте ее с параметрами, которые здесь план этажа и разрез, который находится вот здесь. Мы закрываем верхнюю вкладку и открываем именно вторую, отображение на плане и в разрезе. И показ на плане этажа мы выбираем либо проекцию и вверх, чтобы были еще линии проема. Выберу проекцию. И здесь видно, что у этой двери у меня настроена ручка, настроено остекление, и здесь дверь как бы разрезает на уровне, в котором у нас идет плоское сечение по этажу. Давайте перейдем в настройки. Предположим, я хочу изменить ручку на другую. Выбираю ручку, которую будет наглядно видно, что она изменилась. И здесь видно, что ручка действительно меняется. Теперь, по поводу дверей.
очень часто нам нужно показать линии самого проема. Допустим, откроем среднее отображение и хотим, чтобы здесь еще была линия у проема двери. Как это сделать? Переходим также в настройки двери, переходим в план этажа и разрез. Для удобства я сейчас немножко уменьшу окно. План этажа и разрез. И линии контура стены выбираем внутри, снаружи или обе стороны. Какую вам надо, такую выбирайте. Ставим обе стороны и появляются линии проема. Также можно сделать и у раздвижных дверей. Переходим в план этажа разрез и ставим линии с двух сторон, если это требуется. Если нет, просто отменяйте и ставите, что показ линии отключен. Теперь я перейду в 3D. Здесь эта заготовка, которая у меня уже была, отображается в 3D. Здесь мы сейчас видим полное отображение в 3D дверей, окон, в том числе и показ ручек на них. Давайте начнем с отображения параметров модельного вида. Здесь под дверями, под 2D отображением, есть вкладка 3D и разрез фасад. Здесь вы можете выбрать, какой из трех вариантов отображения у вас будет сейчас отображаться в вашем 3D окне. Полный, упрощенный или схематичный. Полный у нас сейчас, мы видим, что показывается линия открывания, показываются ручки, показываются полностью все детали, включая наличники и дополнительные элементы. Если мы включим упрощенный вариант, нажимаем ОК, видим, что да, наличники остаются, но пропадает дополнительная детализация полотна двери и дополнительных элементов. Также пропадают ручки. Выбираем схематичный и видим, что просто показывается минимальная детализация, которая доступна для дверей. Причем, изменяя настройки параметров модельного вида именно для дверей и не трогая окна, мы можем оставлять окна с полной детализацией, а двери с минимальной детализацией, а также наоборот, двери с полной детализацией, окна с минимальной. Все, в общем, как вам нужно, и здесь индивидуальный подход. Давайте вернем теперь полное отображение у дверей. Я расскажу еще некоторые особенности. Бывает так, что вы не видите ручки, хотя в объекте самом вы их настроили. Перешли в настройки объекта, выбрали здесь ручка, защитная пластина, вкладку и настроили какую-нибудь ручку. Нажали ОК, а ручка у вас не появилась. В чем может быть причина? Переходим также в параметры модельного вида и открываем самую нижнюю вкладку отображение библиотечных элементов. И здесь есть вот такая вот настройка, в которой видно, что можно отключить показ ручек. Нажимаем скрыть, и ручки на дверях и на окнах пропадают. Это очень частая проблема людей, которые не знают, они включили ручку, а она почему-то не появляется. Просто нужно перейти в параметры модельного вида и включить здесь отображение ручки. Следующая настройка — это показ линий открывания дверей. Давайте начнем с 2D видов. Я сейчас верну этой двери нормальное отображение и перед этим покажу, как настроить эту дверь, чтобы она была открытая. Вам нужно перейти в настройки двери и открыть ее не в 2D, а в 3D, так как это проекция, потому что мы показываем ее с ручкой. И если мы откроем ее на 90 градусов, она откроется вот так полностью, но линии открывания не будет, потому что мы показываем проекцию. Давайте вернем назад и поставим ей отображение символическое. Теперь у нас будет все согласно параметров модельного вида. Теперь линия открывания дверей. Давайте откроем параметры модельного вида. Вернемся в детализацию дверей и поставим здесь полное открытое полотно. Максимально наглядный вид. Теперь переходим обратно в параметры отображения библиотечных элементов и выбираем здесь линию открывания дверей на планах. Вы можете выбрать криволинейную, прямую или линии оси проема или полотна. Что это значит? Здесь сейчас у нас криволинейная линия открывания двери. Она показывает именно то, как у нас открывается дверь и где она чертит
свою линию по ее краю. Если мы выбираем прямая, то вот так будет отображаться наше открывание дверей. Следующие варианты — это линия оси проема. Это будет просто выглядеть вот так, без полотна, и показываться вот так линия оси проема. Давайте вернем криволинейную и нажмем ОК. Также можно настраивать эту настройку для раздвижных дверей. Я специально ее вынес, потому что для нее отдельные параметры. Раздвижные двери. Вы можете показать линию раздвижения стрелкой. Выбираете здесь и показываете стрелка. У вас будет на плане отображаться стрелка, куда раздвигается эта дверь. Дальше у нас есть вариант линия оси проема. Здесь будет показан просто центр проема. Вы можете его как-то привязать к стенам во время проектирования, если это требуется. Я поставлю нет. И теперь скажу, как можно изменить вот эту линию открывания. Вы здесь можете изменить сплошную линию, например, на невидимую. Нажимаете ОК, и теперь у вас будет отображаться линия открывания таким пунктиром невидимым. То есть этой линии действительно не существует. Такие же подобные настройки есть у окон и световых люков. Теперь давайте перейдем обратно в 3D и поговорим о линиях открывания в 3D. Открываем параметры модельного вида и выбираем здесь линии открывания в 3D. Чтобы включить или выключить, здесь нужно нажать на конкретный объект, и тогда он либо подсветится, либо нет. И тогда у вас будет показываться линия открывания, либо не показываться. Например, мы можем скрыть в 3D у дверей их линии открывания. Нажмем здесь ОК, и теперь линии открывания пропадут. Вернем их обратно и можем здесь выбрать, какая линия будет на какой стороне открывания. То есть со стороны открывания будет у нас штриховая линия или сплошная. С противоположной стороны тоже есть вариант выбрать. Также есть вариант выбрать ориентацию линий. Будут они от ручки идти, вот так открываться, или от петель. Теперь финальный момент по поводу отображения дверей согласно параметров модельного вида. Не всегда при параметрах модельного вида, настроенных правильно, например, здесь полное открытое полотно, у нас будет показываться дверь в варианте полное открытое полотно. Это может быть изменено. Мы переходим в настройки, параметры распашной двери, план этажа и разрез. И обязательно проверьте здесь, чтобы у вас два вот этих значения были выставлены по PMV, то есть по параметрам модельного вида. При их изменении возможно другое отображение. То есть все двери в проекте показываются правильно, а какая-то конкретно показывается неправильно. Чтобы это поправить, перейдите в настройки, вкладка «План этажа и разрез» в параметрах двери, и здесь поставьте согласно параметров модельного вида. И тогда у вас все вернется на свои места и будет отображаться правильно. Также это работает, когда вам нужно какую-то конкретную дверь, например, входную, показать полной. Вы можете включить все двери, например, среднего отображения, а входную, представим, что это она, показать максимальной детализации. Вот так это будет выглядеть. В этом видео мы разобрали параметры модельного вида для дверей и окон. Все выглядит довольно сложно, но на самом деле очень просто, если понимать механизмы работы. Я надеюсь, это видео вам поможет. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Всем пока!